Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке. В этом видео мы будем говорить о возвратных глаголах. Что это? А вообще-то это очень простые глаголы, которые заканчиваются на ся или ся. Например, знакомиться, встречаться, видеться, улыбаться, умываться и другие. Да, в русском есть специальная группа глаголов. Мы их называем возвратные глаголы. И эти возвратные глаголы мы тоже делим на несколько маленьких групп. Начнем с важной детали. Все возвратные глаголы не переходные. Что это значит? Это значит, что после возвратных глаголов мы не употребляем винительный падеж accusative case без предлога. А вообще-то вот это вот окончание ся, точнее это даже постфикс ся или с, образовался от местоимения себя. И основная часть возвратных глаголов имеет значение действия на себе. Давайте будем смотреть на варианты возвратных глаголов и будем рассматривать их значения. Собственно возвратные или лично возвратные. Эти глаголы мы можем употреблять без постфикса ся, но меняется значение. Лично возвратные, значит, эти действия мы совершаем с собой. Одеваться – мы одеваем себя. Умываться – мы умываем себя. Защищаться и так далее. Эти глаголы мы можем использовать без постфикса ся, но тогда действие будет направлено на другого человека. Например, одевать ребенка, умывать лицо. Да, это наше лицо, но мы говорим не умываться, а мы говорим умывать лицо. Называем, что конкретно мы умываем. Защищать людей. Следующая группа – взаимовозвратные. Здесь у нас два или несколько субъектов, то есть действие выполняется сразу двумя или несколькими людьми. Например, встречаться, здороваться, прощаться, знакомиться и другие глаголы. Подруги встречаются. Значит, одна подруга встречает другую подругу, и другая подруга встречает первую подругу. Подруги встречаются. То есть каждый из участников этого действия выполняет это действие. Мы познакомились на вечеринке. Значит, я познакомилась с вами, вы познакомились со мной. Взаимовозвратные глаголы. Эти глаголы очень похожи на слова друг друга. Есть глаголы, которые похожи по значению. Эти глаголы мы используем без постфикса ся, но со словами друг друга. Например, знать друг друга, любить друг друга, ненавидеть друг друга, уважать друг друга и так далее. Также взаимовозвратные действия. Один субъект совершает действие, и другой субъект совершает такое же действие. Общевозвратные глаголы. Эти глаголы могут употребляться без постфикса ся, но с постфиксом они не меняют своего значения, а просто становятся непереходными, то есть не употребляются с винительным падежом без предлога. Например, двигаться, остановиться, подниматься, возвращаться, веселиться, интересоваться, удивляться и другие. Например, я интересуюсь спортом или меня интересует спорт. Обратите внимание, я что делаю? Я интересуюсь, но спорт интересует меня. Меня – это как раз винительный падеж без предлога. Это переходный глагол. Я интересуюсь чем? Это уже непереходный глагол. Также сюда мы можем добавить слова начинаться, продолжаться, заканчиваться. Урок закончится через 15 минут. Или преподаватель закончит урок через 15 минут. А также сюда мы можем добавить глаголы с постоянным свойством предмета. Например, кусаться, колоться, гнуться и так далее. Собака злая.
собака кусается. Также мы можем сказать эта собака кусает. Но обратите внимание, собака кусается — это законченное предложение, а собака кусает мы можем дополнить. Собака кусает кого-то за что-то и так далее. Есть возвратные глаголы, которые всегда употребляются с постфиксом «ся». Но не могут эти глаголы существовать в русском языке без «ся». Улыбаться, являться, смеяться, становиться, появляться. Они весело смеются. Автобус останавливается здесь. И еще пару групп, например, группа безличных возвратных глаголов. Эти глаголы обозначают состояние, которое не зависит от субъекта. Мне не хочется есть. Вот не хочу и все. На улице смеркается. Такое иногда случается. И последнее, конечно же, глаголы с пассивным значением. Это глаголы несовершенного вида, которые мы используем в пассивном значении и добавляем к ним постфикс «ся». Например, студенты проводят эксперимент. Активное действие. Есть субъект студенты, есть объект эксперимент. Когда мы делаем пассивное предложение, то мы изменяем немного конструкцию, и глагол у нас становится возвратным. Эксперимент проводится студентами. Государство охраняет музей. Музей охраняется государством. Итак, в русском языке есть много глаголов с постфиксом «ся», тех самых возвратных глаголов. Важная деталь. Есть возвратные глаголы с постфиксом «ся», и да, существуют эти же глаголы, но без постфикса «ся». Чаще всего значение будет другим. Еще важная деталь. Постфикс «ся» может немного меняться и превращаться в постфикс с и мягкий знак. Когда это происходит? Если перед постфиксом согласный звук, то постфикс будет «ся». Встречаться, встречаемся. Но если перед постфиксом будет гласный звук, то постфикс поменяется на «с». Встречаюсь, встречаетесь, встречалась, встречались, но опять же встречался. Вот и все. Это основные глаголы и основная информация по возвратным глаголам. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда их можете написать в комментариях. А сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Мы продолжим изучать русский язык вместе, и давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.